Всем привет! На дворе лето, пора свежих овощей и фруктов. Хорошо, если есть у кого-то свои. Тогда вообще они счастливчики. У меня такое счастье выпадает нечасто, поэтому я стараюсь как можно больше сохранить свежести и сделать такое блюдо, чтобы оно практически не подвергалось термической обработке. Сегодня я хочу вам показать, как можно сделать маринованный кабачок буквально за 10 минут. Для начала я делаю маринад. Режем укроп. Его много не обязательно, он и так хорошо пропитает все. Теперь немножко чесночка. Сначала раздавливаю, потом режу на мелкие кусочки. В принципе, вы можете по желанию добавлять что-то еще. Может быть, вы любите сильно острое, тогда можно добавить красный перец или какую-то другую зелень. Так, теперь готовим маринад. Нужно взять теплую воду, не горячую, а теплую. Можете взять кипяченую. Кипяченую воду, стакан. Добавляем в стакан чайную ложку сахара и чайную ложечку соли. В принципе, можно даже добавить 2, если вы любите соленое. Туда же мы добавляем уксус. Я добавила бальзамический. Можно добавить и обычный уксус. Можно вообще добавить лимон, если вам хочется, если вам это нравится. Я добавила 2 ложки, потому что бальзамический уксус не сильно кислый. Все это размешиваем. Вода не должна быть очень горячей, просто для того, чтобы размешался сахар и соль. Теперь сюда добавляем порезанный чеснок с укропом и тоже как следует перемешиваем. В принципе, наш маринад готов. У меня вот такой вот крошечный кабачок. Я отрезала только у него краешки. И теперь беру такую вот овощечистку и начинаю резать его тонкими-тонкими кусочками. Сейчас это модно называть слайсы. А слайсы в переводе с английского это и есть тонкие ломтики или кусочки. Итак, режете как вам нравится. Можно повернуть, чтобы они были не сильно широкие. Если у вас большие семечки, то можете серединку оставить. Ну вот кабачок мы порезали. Теперь перекладываем его в маринад. И как следует перемешиваем, чтобы весь кабачок пропитался этим маринадом. Для того, чтобы маринада было больше, я перекладываю кабачок после того, как перемешала, в маленькую посуду. Я еще люблю добавлять оливковое масло в маринад. Ну, может, кому-то это не захочется, поэтому можно не добавлять. И заливаю кабачок маринадом. Опять же, погружая его как следует. Теперь закрываю крышкой
И оставляю на 10-15 минут.